Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас нахожусь в гостях у подписчиков в небольшой мастерской. Хочу вам показать очень интересный станочек. Я думаю, многие из вас, а может и практически все, никогда такого не видели. Переходим сразу к делу. Это американский токарный станок. Буду рассказывать, ребята, если что, поправят, что не так скажу. Такие станки поставляли по ленд-лизу в нашу страну. Этот станочек с 43-го года выпуска. Можно оценить состояние. Направляечки очень тоненькие. Все вращается. Ребята, как обычно бывает со станками, отмывали от грязи после дедушки. Дедушка, видимо, прятал, чтобы не опознали станок и не отжали его. Станочек выполнен очень аккуратно. Все ручки, все гладкое, все симпатичное. И, кстати, износ на самом деле весьма и весьма небольшой. Рейка нормальная. Ну, люфты есть, естественно. Там и шпонки могут быть разбиты. Не обязательно даже сама шестерня. Гитара выглядит следующим образом. Ребята мне тут объясняли, но что-то я уже все забыл, как тут что работает. Ну, вал подачи подключается. Можно подачу вперед-назад, реверс, да, подкидывать механически. Реверс работает механически, то есть не нужно двигатель в обратную, не нужно переставлять. Хотя реализовал и электрической частью. Ну, это понятно, так тоже удобно. Вот, кстати, блок электрики. Все выполнено на магнитных пускателях. Винтики полированные, что ли? Но я вижу, симпатично выглядит. Что примечательно, он 56-дюймовый, 56 инчей. Это его классификация, были 51 инч, а этот 56. Станок американец, Sheldon, Chicago Company. Вот, Sheldon, Chicago, USA Company. Очень редкий станок, информации по нему практически нет. Нету ни мануалов, ни технических данных. Примечательно, понравилась длинная его вот эта рама. Длинная база, то есть размах. Ну, да, межцентровое расстояние большое здесь, больше 80 сантиметров. Для такого маленького станка, в принципе, это большая редкость. Я такого второго не знаю. Да, что и подкупило в нем. Вот именно вот длиннорама. Ну, конечно, надо еще до ума довести, дотюнить его. Как любому. Как с любым станком. Шабрить, направляйки погонять, по уровень выставить. Направляйки, кстати, в неплохом состоянии. Много шабрить тут не придется. Конечно, износ есть, но... Ну, 70 лет станку. Как-никак. Да. Видимого глазу износа нету. Ну, а там ребята пришабрят. Уже они потихоньку готовятся к этому делу. Да, вот стоит лекальная линейка. Друзья, комрады, не буду рекламировать, но или скажу, с чипмейкера помогли линеечкой обзавестись. Вот такой. Большеватая линеечка, да? Не юзанная, то есть 1,60 м у нее длина. Она, видно, даже ни разу не прикладывалась. То есть снятое с хранения и отдано в добрые руки. Да, линеечка отличная. Как раз вот по этой направляйке я ее и выбирал. Она даже шире. Вот, чтобы полностью пришабрить это все. Направляйки очень тоненькие здесь. Да, вот это и отличительная американская черта. Плохо это или хорошо? Ну, конечно, хотелось как бы видно, пошире. не сильно стертые направляйки. Значит, может, не так уж это и плохо. Да, то есть работает. Как бы ни было, лишь бы работало. Да, ну патрон, конечно, это уже наш, окультуренный. 125-й, да? Да, 130. 130-й? Да, 130-й патрончик. Есть в загашничках, в закромах родины 160-й патрончик уже на него. То есть это будет маленький тюнинг небольшой. Ну, все-таки расстояние еще позволяет. До 200-го мы не решились, потому что уже кулачки на вылете будут бить по раме. Ну, а 160-й пойдет. Внутренний, здесь у него на передней бабке конус Морзе, по-моему, 5-й. 5-й аж? Да. Такой большой? 5-й. Здесь на задней бабке у него 3-й стандартный.
Вот в Обалдеть. этом-то и фокус. То есть он А здесь ну-ка, этот диаметр. хороший Ну да, здесь. около 40, да? Да, ну можно померить. У меня станок 1А616, он в 2 раза больше, а диаметр у него 35 миллиметров. А вот мы сейчас Отверстие и в померяем. То шпинделе. есть для такого динозавра, то есть проходной диаметр у нас на глазах мы меряем 35 тоже. 35, да. Мгм. То есть Ну, дедушка еще могет. ну, вообще сейчас вот китайцы тоже делают станки маленькие, а позволяют большие детали обрабатывать. Как там с жесткостью, то уже другой вопрос. Но, по крайней мере, Если и визуально в шпинделе отверстия, и диаметр большие. Если посмотреть, вот здесь есть перемычки для жесткости, швеллера, ну довольно-таки рама. Вот эти? Да, ну, Ну, нормально, это с стандартная таврами. ситуация на токарных, на всех такие. Ну, китайцы иногда из такой Китайцев сыромятины я даже делают, не что там смотрел, как они там устроены. люди на не чипмейкерах разбирался. плачут, там, что делать, как быть. Ну, жесткости восстанавливают, не хватает. восстанавливают, Ну, да. там тоже здесь пытаются. уже Вернее, не это- восстанавливают, а улучшают, Да. тюнингуют. Тюнингуют, да. Ну, может быть, фоточки я его найду еще, Мгм. к видео приложим, где он в оригинале, там сборочный цех. Ну, было бы как он неплохо, да, выглядит если там, что, то есть. на почту, да? Все это, вся эта тумбочка с оригиналом. Конечно, жизнь потрепала, но наши умельцы шкив от комбайна уже поставили. Конечно, не оригинальный, Я хотя, еще смотрю, большой шкив такой. да, хотя двигатель еще из старых, киловаттник, 1000 оборотов у него, по-моему, родная идет. Сам уже это все подключал. Есть, конечно, недостатки, недочеты. Вибрация вот на этом шкиве идет, потому что забивали кувалдой и погнули вот этот вал. Я про него рассказывал. Печально, ну да. То есть он с поверхностной цементацией, у него размер 7/8 инча дюйма, в наших миллиметрах это 22-225. То есть купить, найти практически Да, нереально. это нереально. Надо, можно, То есть можно делать- изготовить Да, только такой. делать под заказ на высокоточных станках с цементацией, тогда уберется вот эта вот вибрация, которая дает паразитная, она расшатывается. На шпиндель передается через 2 ремня. Да. Можно открыть здесь еще внутреннюю часть, посмотреть станочка. Да, любопытно было бы, То есть, как там устроено. Ну вот они, собственно, 2 этих ремешка. Передается на шпиндель. Плюс здесь есть еще устройство перебора, которое позволяет повысить степень редукции на пониженную передачу. на пониженную передачу. Но здесь, чтобы пониженная передача включилась, нужно муфту разъединить вот этим вот стопором. Раз. И все. Да, и у тебя И пониженная дело пошло. передача. Воткнули, все, она повышена. Это масленочки его родные. Он на бронзовых втулках. Сильно бронзовых втулок износа нету, такого явного, что аж прям биение. Но небольшой есть за 70 лет. Много Есть, да? пришлось. Ну вот надо индикатором проверять. Так биение на глаз Да. тут не определишь. Есть стопор, это перебрасывается. Стопорит, как можно вообще механически застопорить вот эту всю передачу. Угу. Но, скажем так, здесь еще есть комплект шестерен к нему. То есть здесь большая Есть таблица. шестерни в гитару, да? Да, еще есть дополнительные шестерни. Все это работает. Вот это все переключается. Цифры каких-то, ничего не попадалось такое. Находил Просто- в интернете, но тяжело на русском. Как говорится, там у них американский машиностроительный, переводчик там да. вот этот Ну, он плохо переводит, работает. летела стая напильников. Ну То да. есть Ну нужен как обычно. технический Да. перевод, литературы практически нет никакой. Ну, может быть, дорогие подписчики увидят, опознают такой станок. Может, у быть, кого-то есть. любые какая-то запчасти, документация. детали, любая помощь по данному станку, консультация, поддержка. Будем очень признательны и благодарны, что люди помогли восстановить вот этого старичка, но боевого, 43-й год, все-таки ленд-лиз, это наша память. Что, ребята, если у кого-то есть какая-то информация по такому станочку, пожалуйста, напишите в комментариях, как с вами связаться. Может, какие-то сканы есть или еще что-то. Просто нужна любая информация по такому станку. Любая техническая документация, чтобы хоть как-то сверить. Ну, конечно, привести сложно его будет в найти оригинал. техническую именно. Ну почему? Они же Ну, есть. В Америке возможно, они еще что-то торгуются есть. на eBay.
за какие-то космические, конечно, деньги. Но у нас он обошелся нам дешевле здесь. По цене металлолома его дедушка отдал. Мы его оживили, привели в чувство. И он работает. Включим. Конечно, обязательно включим. Да, крышечку сейчас. Ну, пока ребята подключают станочек, покажу вам одну вещицу. Они мне подогнали, очень и очень нужную. Это вот такой вот насосик. Отдали мне в подарок. Насосик можно применить для подачи сожа к любому станку. Я пока, правда, не знаю, для какого станка буду его использовать. Но у меня ни на том станке нет насоса сожи. Ну, возможно, на большой поставлю его, потому что там без него вообще никак. На ТВшке я уже привык. А большой уже будет работать как нормальный взрослый станок. Питание подано. Да, питание отключается стандартным пакетником, то есть вот отключается подсветка. Питание включаешь, подается дополнительная подсветка, загорается индикация, то есть красным кнопка стоп. Правая передняя это, то есть нормальный ход. Ну, включим. Он набрал обороты, вышел. Угу. Все, кнопка не фиксированная. Сделано то, что реверс не нажмешь. Выкол надо, да, сделать, выкол. а потом реверс. Да, а потом реверс. Ну, реверс иногда полезно сразу включать. Ну да, но здесь тяжело. Когда резьбы режешь. На пакетниках тяжело этого добиться. То есть лучше частотник сюда поставить. Частотник, да, частотник сразу все эти проблемы решает очень быстро. Да, сюда в планах поставить киловаттный частотник, либо 1,5 киловаттный частотник, и уже с ним доводить его до ума. Я думаю, Игорь приедет, когда уже станочек будет полностью сделан, дошабрен, покрашен с частотничком. Конечно, хотелось бы еще поставить УЦИшку какую-нибудь, цифровую индикацию. Ну, как-то осовременить, все-таки 25. Ну, линейки есть, все. Если еще плиты есть, да, поверочные. Да, то есть есть, еще если плиты. есть инструментарий, можно все это дело восстановить. Есть вот такая линеечка. Тем более линеечка есть хорошая, еще большая. одна линеечка, тут надо показать. Она на 60 ласточкиного хвоста. Здесь он, по-моему, если мне память не изменяет, он 60 градусов. У наших 55. 55. Вот. Но не на всех станках. Ну да, у нас тоже есть линейки, для чего-то ж они Да, 60 да. и 55 Давай применяются. линеечку вот эту вот достанем. Она тоже. Она чугунная, наверное, да? Да, линеечка Отшабренная. Чугунная. Тоже нульцевая. Нульцевая линеечка. О, я пока бэушку, блин, все, не тяну на нульцы. Вес имеет. Это закрома Родины. Ну, закрома. Золотые запасы, золото Макены. Что, посмотрим, что мне за плита придет. Вот такая вот линейка. Ну Она да, еще вот заводской смазкой. шабровку видно. консервацион. Вот она. Шабренная поверхность. Правда, разбивки как таковой особой нету. Еще Глубокой. Еще не отмывали. Ну, Вот оно. как она есть, вот в родной вот этой слюде. Да, вот да. этой пленочке. Это пушечное сало, наверное, Да, какое-то. тут. что-то консервационное. Ну да, Ага. ну это отличная вещь, кстати. И не пользовалась ни разу. Как говорится, у нас. Это очень хорошая, полезная вещица. Блин, большеватая она, конечно. Да. То А есть вот сюда как ее вот засовывать? как ее Туда загнать ее сюда. никак. Это только рядом шабрить. А потом, может И быть... то здесь тоже, видишь, А потом по вот. линейке по какой-нибудь как-то Да. на краску уже пришабривать. Да. Суппорт. Большевато линеечка. Ну, маленьких трудно найти такие. Они какие-то... Если маленькие, у них середины нету. То есть края только. Я видел. Собственно, такой небольшой обзорчик интересного станка американского. Спасибо ребятам за гостеприимство и за такой ценный подарок. На этом все. Благодарю за внимание. Всем пока.